Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим об интерполяции и экстраполяции и создадим насыщенное жирное начертание журнальной рубленой. Что такое интерполяция? Интерполяция — это изменение рисунка буквы между двумя крайними начертаниями. Thin, например, или Light и Bold. И все, что между ними, интерполируется. А экстраполяция — это все то же самое, только за пределами этих значений. То есть за пределами Light и за пределами Bold, которые у нас есть. И как мы можем это все вообще использовать? В предыдущих уроках мы с вами пробовали придумать экстра жирное начертание, очень насыщенное, используя экшены. Но результат получался такой себе, потому что, во-первых, у нас очень сильно деформировался контур, так как FontLab приходилось фантазировать на тему того, как бы мог выглядеть супер жирный вариант начертания и супер легкий вариант начертания. Это первое. Второе, результаты получались очень непредсказуемыми, потому что мы не понимали, в каком вообще направлении будут двигаться узлы, и поэтому рисунок часто очень сильно ломался. Ну и, соответственно, из-за этого у нас ломалась полностью вариативность. По сути, не было, потому что он как бы просто разрывал какие-то элементы. Это у нас было видно на букве B, на букве А, где верхняя часть у нас пропадала, в букве B вот эта часть у нас пропадала. То есть это не очень хорошо получается. Но когда у нас есть с вами несколько мастеров, Light и Bold, например, мы можем выйти за пределы этих значений и получить супер насыщенное начертание. Например, мы с вами нарисовали начертание Bold, это у нас журнальное рубленое жирное начертание. Но мы можем сделать его еще более насыщенным и создать на основе этого полноценные несколько начертаний. Откуда вообще нам взять то, как они должны выглядеть? У нас есть Futura Ultra Bold, которая сильно отличается от того, что мы с вами нарисовали, тем, что здесь очень сильно насыщенные контуры букв. Рисовать это все вручную и обрисовывать, наверное, это трата времени, не очень удобно. Поэтому мы можем их экстраполировать из того, что у нас с вами уже есть. Посмотрим на наш шрифт, что у нас вообще имеется. У нас с вами есть 4 крайних мастера, вот это мы в расчет не берем, нам это не нужно сейчас. Все, что между ними находится, это интерполяция. Все, что за ними, это экстраполяция. Как мы можем это сделать? В текущем виде, если мы вот так вот будем двигать за пределы этих мастеров, у нас ничего происходить не будет, потому что у нас ограничено все графиком. Поэтому в первую очередь мы должны исправить сам график. Открываем FontInfo и находим график. Здесь мы видим, что у нас все ограничено 300-700. Открываем. Юзер координаты нам сейчас пока не нужны, а вот дизайн координаты мы можем выставить здесь значение, например, 1, а здесь 1000, или может даже 1100 с запасом, а здесь минус 100. Жму ОК, жму сохранить, вот тут что-то поменялось, непонятно, что произошло, жму Apply, и вот у меня что произошло, у меня вот эти вот сместились. Я вот так ввожу, в целом особо ничего не меняется. Но теперь я могу выводить за пределы этого начертания, и вот теперь мы уже можем здесь увидеть полноценный мастер на точке в 1000 единиц. И посмотрим вот сюда. И вот посмотрите, это уже больше похоже на то, что у нас с вами есть. Находим более-менее такой похожий рисунок, но можно его немножко улучшить. Для этого мы открываем слайдеры вариативности и немножко раздвинем вот так вот эту панель, и у нас появятся вот такие штуки. И так как мы с вами сейчас редактировали ось веса, вот здесь мы можем дополнительно как-то модифицировать наши буквы. Вот так, например, можем сделать с вами очень контрастную версию этого шрифта, но это не то, что нам нужно, поэтому возвращаем на 100. А вот так можем сделать обратный контраст. Это работает, вот это все работает только при наличии двух мастеров. Если мастер один у нас какой-нибудь шрифт с одним начертанием, здесь так не получится сделать. В общем, вот это мы оставляем. А вот это попробуем немножко, где-то до 80, до 94% мы немножко это уменьшим. И вот это тоже немножко уменьшим. Пускай будет, в принципе, 1000. Зачем мы это сделали?
мы это сделали за тем, чтобы вот эти части, которые очень жирные сами по себе, немножко компенсировать. Потому что здесь мы видим, что горизонтали достаточно тонкие, а вот это достаточно жирное. Это мы сейчас попытались повторить вот здесь. В целом результат очень даже неплохой. То есть благодаря вот таким слайдерам мы с вами можем немножко улучшить наши мастера, сделав их более читаемыми. Поэтому вот здесь сейчас верну. Делаю вот так. А дальше алгоритм у нас работает точно такой же, как мы делали все это до этого. Мы сейчас с вами не создали полноценный дополнительный шрифт сверхжирного начертания. Мы его только лишь как бы экстраполировали, сделали примерно то, как он может выглядеть. Но получился результат очень аккуратный, очень плавный. Поэтому алгоритм такой же. Мы сейчас просто создаем шрифт начертания, точнее референс. Поэтому пишу ref extra bold для всех глифов, но не добавляю фонд мастер. Вот он у меня добавился. Теперь захожу в фонд инфо и здесь снова создаю extra bold, то есть новый мастер. Здесь у меня уже все подтянулось, а нет, не подтянулось. Значит, тогда просто добавляю вручную extra bold. Вот это все обновляю. Вот здесь у меня их нету, поэтому этих начертаний, поэтому я добавляю. Здесь почему-то у меня extra bold 800, black, ну пускай будет вот это вот 950, это пока не важно. Ему apply. И теперь вот этот extra bold у меня ничем не отличается от болда, но если я вот это превращу в маску, для всех глифов, он у меня теперь относится к этому шрифту, к этому начертанию. Открываю extra bold. Здесь у меня вот есть маска, вот мы ее здесь видим. И теперь я точно так же могу скопировать это начертание, вставить его сюда, определиться с тем, какая у меня будет толщина вертикалей и горизонталей. Ну, допустим, здесь будет 240, здесь, ну, пускай 220. Общий размер 700 пускай будет. Раз, два, три. Все, 700 на 700 меня устраивает. С буквой О делаю то же самое. Вставляю сюда. Но здесь у меня форма уже немножко деформировалась, поэтому я сделаю вот так. И вот так. 220, 255. 5. 4, 5. А так как у нас есть образец вот этого начертания, я могу, в принципе, сюда даже в качестве маски и вставить. Вот эту маску я удаляю, сюда вставляю, растягиваю. Все, вот это подгоняю. Вот тут у меня выражение стоит, поэтому я их удалю. Все, вот это сюда. Так. В принципе, нормально получается. Вот это можно повыше сделать. Ну, в общем, по такому принципу мы и вас создаем. Удаляю, это удаляю. Здесь у меня какое-то выражение стоит, я его удаляю. Буква О у меня получилась очень даже похожая на оригинал. Вот, со всеми остальными буквами мы делаем все то же самое, что мы делали уже до этого неоднократно. И если мы посмотрим сюда, здесь у нас есть вот такой мастер, но мы можем сделать и сверхтонкое, точно так же. По такому же принципу. Здесь, конечно, уже деформируется посильнее, но все равно, почему бы и нет, за счет такой экстраполяции мы можем сделать и сверхтонкие здесь, сверхжирные вот здесь, например, и потом уже вручную их подстроить так, как нам нужно. Так что в целом эксперимент интересный, а вот еще можно с интерполяцией вот здесь проделать вот такие штуки. Вот у нас, допустим, получилось сверхтонкое. Используя вот такие вот штуки,
мы можем получать какие-то необычные результаты. Все это тоже можем сохранить, потом на основании этого сделать полноценные начертания, поэтому экстраполяция — это такая штука, которая позволяет вам очень-очень-очень сильно экспериментировать, делать какие-то безумные начертания, используя ваш шрифт. Потому что иногда из этого может получиться полноценный какой-то совершенно другой шрифт, который вы с новым названием, с новыми там характеристиками, с новыми какими-то рисунками букв можете как бы продавать уже как совершенно самостоятельный продукт. Поэтому иногда можно здесь поковыряться, что-нибудь такое безумное сделать, например, какое-нибудь сверхжирное сделать. Если я, например, вот это ограничу 200, то теперь я могу еще сделать и вот настолько жирное начертание. Конечно, это все очень экспериментально получается, но тем не менее, как какой-то вот вариант что-то необычное собрать, почему бы и нет? В общем, всего лишь раздвинув рамки нашей интерполяции, я получил вот такую вот необычную штуку. Если ее доработать, вполне получится какой-нибудь необычный шрифтец. Почему бы и, собственно, нет. В общем, экспериментируйте, делайте какие-нибудь вот необычные такие штуки на основании того, что вы уже когда-то нарисовали. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.